Здравствуйте, друзья! Эти кадры не фильм и не фантазия. Это наша реальность. Планета пылает, рушится, тонет и содрогается. Сегодня вы увидите, насколько хрупок мир, в котором мы живем. И переносимся сразу на остров Ява в Индонезии. Сильное извержение произошло на вулкане Семеру, расположенном на востоке острова Ява в Индонезии. Активность вулкана привела к сходу многочисленных пирокластических потоков и выбросу огромного столба пепла. Власти Индонезии повысили уровень опасности до максимального 4-го уровня. В заявлении Индонезийского центра вулканологии и геологических бедствий отмечается, что в результате извержения вулкана Семеру лава, газ, пепел и камни сошли на 7 километров вниз по склону горы. Облака пепла затронули многие деревни, но никто не пострадал. Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 километров над уровнем моря, из-за чего был объявлен красный уровень авиационной опасности. Более 300 жителей из 3 наиболее подверженных риску деревень в районе Ломаджанг были эвакуированы во временные убежища. Национальное вулканологическое агентство призывает жителей держаться на расстоянии не менее 8 километров от кратера. Вулкан Семеру, являющийся частью национального парка Бромо-Тенгер-Семеру, известен как один из самых активных вулканов на острове Ява. Крупный пожар произошел в японском городе Уита. По сообщениям СМИ, огонь вспыхнул 18 ноября в прибрежном районе Саганасэки на острове Кюсю в одном из домов и быстро распространился из-за сильного ветра и плотной деревянной застройки. Пожар охватил также прилегающие к Уите леса. В настоящее время известно о более 170 сгоревших зданиях, в числе которых много жилых домов. 175 местных жителей находятся в ближайшем общественном центре, который стал использоваться в качестве временного убежища. Пожарные боролись с огнем более 12 часов, к тушению были привлечены десятки пожарных расчетов, а также вертолеты сил самообороны Японии. Пожар в Уите стал одним из самых масштабных в Японии за последние почти 50 лет. Из-за огня были перекрыты дороги, в некоторых районах отсутствовало электричество. Власти префектуры объявили в регионе чрезвычайную ситуацию, направив силы спасателей на оказание помощи пострадавшим. Причина возгорания расследуется. Интенсивные проливные дожди, обрушившиеся на центральное Нагорье и прибрежные провинции Вьетнама, привели к катастрофическим наводнениям. За сутки в регионе выпало 452 мм на станции Дап-Тран и более 200 мм в других районах. Уровень воды на ключевых реках достиг исторических максимумов, заставив власти провести массовую эвакуацию населения. Сильнее всего пострадала провинция Даклак, где река Ба достигла беспрецедентного уровня 40 метров 97 сантиметров. Это превысило 3-й уровень опасности на 6 метров 47 сантиметров и побило исторический максимум 1993 года на 1 метр 7 сантиметров. Ситуация остается критической и на других реках. Значительное подтопление низинных районов провинций Даклак, Дзялай и Кханьхуа привело к тому, что сотни деревень оказались частично или полностью изолированы. Более 7700 домов в Даклаке и свыше 1200 домов в Дзялае были эвакуированы. Более 42 тысяч человек временно отрезаны от внешнего мира. Высокий уровень осадков привел к увеличению сброса воды на гидроэлектростанции Сонгбаха до более чем 16 тысяч кубических метров в секунду, что способствует дальнейшему подъему воды в нижнем течении реки Ба и несет угрозу населенным пунктам. Жителям прибрежных районов рекомендуется эвакуироваться.
Вечером во вторник в районе Поу-Синчей на западной окраине столицы Камбоджи Пном-Пень пронесся редкий для тропической зоны торнадо, вызвав значительные разрушения в одном из жилых кварталов. Вихрь, сопровождавшийся сильным ветром и ливнем, сорвал крыши с домов, повалил деревья и повредил инфраструктуру. По предварительным данным Национального комитета по управлению бедствиями, повреждено около 50 зданий, эвакуировано 20-30 семей. Это первая подтвержденная торнадо в Пном-Пене за последние 10 лет, связанная с нестабильной погодой в конце сезона дождей. Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями Камбоджи предупреждает о нестабильных погодных условиях в ближайшие дни в регионе. Власти призывают граждан проявлять осторожность. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Регион Северный Йоркшир в Англии столкнулся с первым серьезным зимним испытанием. Арктический шторм, обрушившийся на регион в среду утром, принес с собой обильные осадки и резкое падение температуры до -2 градусов. В результате сложных погодных условий несколько деревень оказались отрезаны от внешнего мира. Основные транспортные магистрали оказались практически заблокированы из-за заносов и застрявших автомобилей. Полиция Северного Йоркшира была вынуждена выпустить экстренное предупреждение, призывая водителей избегать поездок по этим маршрутам без крайней необходимости. Метеорологическое бюро Великобритании выпустило оранжевое предупреждение для части Северного Йоркшира, включая Йорк и Скарборо. Ожидается, что в некоторых районах толщина снежного покрова может достигнуть 15-25 сантиметров. Это может привести к дальнейшему транспортному коллапсу и даже перебоям с электроснабжением. Сильный проливной дождь, обрушившийся на столицу Демократической Республики Конго Киншасу рано утром во вторник, привел к масштабным наводнениям в различных районах города. По данным Национального метеорологического агентства, интенсивность осадков превысила пропускную способность существующей ливневой канализации. Всего за 15-20 минут выпало около 30-40 мм осадков. Это привело к тому, что потоки воды хлынули на улицы, стремительно затапливая инфраструктуру. В результате выхода из берегов рек Джили, Нсанга и Макелеле под водой оказалась большая часть районов города. Повреждены мосты и размыты дороги, серьезно затруднено передвижение по столице. Основными факторами, усугубившими последствия ливня, стало отсутствие адекватной ливневой системы и застройка пойм рек. Киншаса, город с населением около 18 миллионов человек, регулярно сталкивается с разрушительными наводнениями в сезон дождей, который длится с ноября по май. Отсутствие городского планирования мешает естественному стоку в подверженных риску затопления районах и часто приводит к трагедиям. Власти города продолжают оценивать ущерб и координировать помощь пострадавшим жителям. Сильный ливень в сочетании со штормовым ветром обрушился на город Багор в индонезийской провинции Западная Ява, вызвав масштабные разрушения и нарушив нормальную жизнь города. В результате удара стихии повалены десятки деревьев, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а также нарушено транспортное движение. Упавшие деревья перекрыли дороги в ряде районов, зафиксированы случаи падения рекламных щитов. По данным регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Багор, в 3 районах пострадали 42 дома. В другом районе, в одном из сел, были повреждены дома, школа и мечеть. Еще 15 домов пострадали в районе Пунчак. Также сообщается, что в результате шторма произошли оползни. Власти округа Багор оперативно отреагировали на ситуацию и призвали граждан проявлять повышенную осторожность в связи с сохраняющейся угрозой новых инцидентов и нестабильной погодой. Местные службы занимаются расчисткой завалов и оценкой ущерба.
В некоторых районах Ирана после продолжительного периода засухи выпал снег. Снегопад произошел в то время, когда страна переживает одну из самых сильных засух в своей истории. По данным Национального метеоагентства Ирана, количество осадков по всей стране снизилось примерно на 89% по сравнению с многолетним средним показателем. Несмотря на снегопады в горах Эль-Бурс, где расположен Шемшак, и выпавшие ранние дожди в других регионах, эти осадки пока не смогли существенно повлиять на общую ситуацию. Большая часть Ирана по-прежнему испытывает острую нехватку воды. Текущих осадков недостаточно для пополнения водохранилищ и решения проблем, вызванных пятилетней засухой. Снег в Шемшаке и других горных районах является обычным явлением с поздней осени до ранней весны, и надежды на улучшение ситуации связываются с более обильными остатками в течение всего зимнего сезона. Тропический циклон Фина сформировался 18 ноября в Тиморском море и стремительно усиливается, представляя серьезную угрозу для северного побережья Австралии. По состоянию на среду шторм достиг второй категории опасности и движется в направлении северной территории. По данным Бюро метеорологии Австралии, Фина стал самым ранним названным циклоном в регионе за последние 12 лет. Максимальная устойчивая скорость ветра в эпицентре достигает 112 км в час, с порывами до 144 км в час. Шторм может достичь силы урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Согласно прогнозам, Фина может выйти на сушу в районе между мысом Дон и Воруви поздно вечером в четверг или рано утром в пятницу. Пузырьки, поднимающиеся с дна озера Сапанджа в турецкой провинции Сакария, зафиксированные на видео местными рыбаками, вызвали обеспокоенность среди общественности и разделили научное сообщество страны относительно возможного риска землетрясения. По словам ученых, здесь проходит важнейший в Турции североанатолийский разлом. Некоторые ученые называют бурление в воде признаком, несущим риск землетрясения. Другие ученые считают, что говорить о грядущем сильном землетрясении преждевременно. За последние 25 лет в районе озера Сапанджа не было зафиксировано ни одного землетрясения магнитудой выше 4. Озеро Сапанджа расположено в зоне североанатолийского разлома. Участок Измит-Сапанджа этого разлома был эпицентром разрушительного землетрясения магнитудой 7,6 17 августа 1999 года, в результате которого погибли более 16 тысяч человек. Интервал повторяемости сильных землетрясений на этом сегменте оценивается в 275-300 лет. В целом, запад Турции, особенно Балакесир и Сындырги, переживают период повышенной сейсмической активности. По данным на сентябрь 2025 года в Турции за год было зафиксировано более 32 тысяч землетрясений. Необычный инцидент произошел в степи Астраханской области, когда мужчина ехал верхом. Внезапно земля ушла из-под копыт лошади. Животное провалилось в образовавшуюся огромную яму, наездник упал на землю. К счастью, обошлось без серьезных травм как для человека, так и для животного, которое впоследствии было благополучно извлечено из провала. По словам археологов, лошадь угодила в средневековый склеп, характерный для 15-16 веков. Это достаточно распространенный объект – гурхана, то есть полусферическая подземная постройка. Археологи пояснили, что в таких склепах иногда сохраняются воздушные полости. Обнаруженный объект представляет собой ниши с захоронениями, созданными по исламским обычаям. Как выяснилось, данный склеп расположен на территории знаменитого селитренного городища и уже был известен ученым. Археологи исследовали его в 2005 году, а затем засыпали землей для консервации. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.